Всем привет, это Денис Вебер. Главное слово для всех детей 90-х – приставка. Помню, что нужно было сильно постараться, чтобы выпросить у родителей эту желанную мной вещь. Ну а когда шел из магазина, сверкая коробкой на зависть всем детям вокруг, точно понимал, вот оно счастье. У всех обладателей приставок есть свои воспоминания, но уверен, что они исключительно положительные, ведь связаны с самой беззаботной порой в жизни. Пусть главная приставка моего детства – это всего лишь клон консоли Nintendo, для меня она всегда была номер один. Было выпущено 6 моделей Dendy разных комплектаций и форм-факторов. Ну а мне посчастливилось стать обладателем приставки Dendy Junior. В свое время Dendy стала таким же культовым продуктом в России, как и телефон Nokia 3310. Реклама современных консолей выглядит как что-то космическое и поражающее воображение. Плавные пролеты камеры, красочные рендеры картинка заставляют хотеть их еще больше. Но в 90-х производителям приходилось снимать рекламу, так скажем, по старинке. Сажаем семью из актеров перед телевизором и выжимаем из них максимум эмоций. Я подумал, что если бы рекламу Dendy создавали сейчас, она бы выглядела совершенно иначе. Ну а чтобы увидеть такой ролик и показать вам, я просто решил создать его. В этом видео я расскажу, как создавал рекламу приставки Dendy и почему Чип и Дейл была одной из моих любимых игр. Смотрите видео до конца, будет интересно. И не забудьте подписаться на канал Polyroad, чтобы ничего не пропустить. Я решил создать несколько моделек, саму приставку, картридж и пару джойстиков. На Википедии, как обычно, полно подходящих фото. Мне нужно было определиться с тем, какую именно модель Dendy добавлять в рекламу. И я, конечно же, выбрал ту, что была у меня самого Dendy Junior. Она поставлялась с двумя джойстиками, которые можно было отсоединять, и больше других моделей походила на оригинальную Famicom. Я заранее разметил модельку, прикинув, где будут находиться элементы управления и отсек для картриджей. Хоть Dendy и напоминает коробку, но в ее корпусе есть достаточно много мелких углублений и изгибов, с которыми пришлось повозиться. Как и всегда, я понятия не имел, как должна выглядеть современная реклама Dendy. Я надеялся, что все придумается как-нибудь само и просто продолжал моделировать части консоли. В центре корпуса находится один из главных и, как мне кажется, самых бесполезных элементов – кнопка или рычаг, с помощью которого можно вынимать картридж из отсека для картриджей. Бесполезный он потому, что я не помню, чтобы хоть раз использовал его в детстве по назначению. Картриджи и так без проблем вынимались из приставки. В отличие от Dendy Junior 2, джойстики этой консоли можно было отключать. Они легко заменялись, если напряжение в играх выводило из строя геймпады. Не знаю, как в этом случае выкручивались владельцы второй версии, но думаю, что это сильно увеличивало ее продажи. Отсек для картриджей заботливо прикрыт поворачивающейся крышкой, которую, как мне кажется, тоже никто и никогда не использовал. Пусть, на мой взгляд, это не самые удачные технические решения, но Dendy без них была бы не Dendy. Я буду красить все элементы чуть позже, но пока накинул самые простые материалы, чтобы моделька выглядела интереснее. В передней части есть еще две кнопки. Одна включает питание, а вторая перезагружает приставку. Прямо как у настоящего ПК. Для охлаждения здесь используются отверстия. Это вам не водяное охлаждение и кулеры размером с полкорпуса. Давайте будем снисходительнее, ведь приставке уже 28 лет. Я добавил еще несколько отверстий под болтики и два больших выреза по краям. Кстати, сами болтики можно не добавлять, в этот раз анимировать разбор модельки я не буду. Dendy можно было подключать через провода типа тюльпан или через антенный провод. Напишите в комментариях, была ли у вас приставка в детстве. Первой моей приставкой была именно Dendy, ну а кому-то посчастливилось сразу стать обладателем Sega. Я добавил все нужные разъемы, но не обратил внимания, что фотка разъемов отображается зеркально, поэтому пришлось их слегка переделывать. Вы, наверное, помните, как некоторые картриджи отказывались работать, и вы, бедный ребенок, продували их и под разными углами с разной силой пытались вставить картридж в отсек. Насколько я помню, для разных моделей цвет этих деталек различался. Даже не знаю, от чего это зависело. Думаю, что для рекламы могла использоваться одна из моделей именно с таким синим разъемом. Наверное, сложнее всего было сделать держатели для джойстиков по бокам корпуса. Они имеют интересную форму, и с первого раза не получалось понять, какую именно. Я как мог всматривался в референсы и думаю, что в итоге у меня получилось сделать их похожими на оригинальные.
Корпус приставки почти готов, и мне оставалось добавить небольшие детали по типу впадин по бокам и сглаживания. Джойстики — это слабое место приставки. Они ломались, глючили и летали в стены. Если оригинальные джойстики работали еще более-менее прилично, их более дешевые аналоги заканчивали жизнь совсем быстро. Ни о каких беспроводных технологиях в то время можно было и не мечтать, зато джойстик никогда не разряжался. В передней части находятся все элементы управления: крестовины со стрелками, продолговатые кнопки Start и Select и 4 круглые кнопки. Как правило, для всех действий в играх хватало крестовины и 2 черных кнопок. В верхнюю часть я добавил отверстие, куда потом вставил провод. Пусть он не несет никакого смысла для модельки с технической точки зрения, но нам главное, чтобы видео показывало настоящий работающий геймпад. Красить все модельки я буду совсем скоро, а для джойстика мне оставалось добавить штекер, через который он и подключается к приставке. Если, например, компакт-диск еще может использоваться консолями, то картридж давно что-то совсем забытое. Современные дети вряд ли угадают, для чего нужна была эта пластиковая штуковина с наклеенной на нее картинкой. В сети огромное количество фоток тех самых забытых многими картриджей. Это тот случай, когда выражение «интернет помнит все» имеет положительный оттенок. Я думаю, вы знаете, что картридж — это пластиковая коробка с микросхемой внутри. Часто коробки терялись, и чтобы узнать, какая игра записана на картридже, приходилось проверять его, подключая к приставке. Чтобы показать геймплей одной из игр, я решил добавить видеотелевизор тех времен. И не любой телевизор, а конкретную модель и марку, на котором я играл в свои первые видеоигры. Я знал, что это телевизор Panasonic, но не знал, какой он модели. Поэтому наугад вбил в поисковик Panasonic 1995. Хотите верьте, хотите нет, но я на 100% угадал год выпуска той самой модели. Именно глядя в этот телевизор, я проходил все свои самые любимые игры на Денди. Я старался не сильно запариваться с этой моделькой, ведь она не основная в видео, но все равно переделывал ее несколько раз, чтобы она выглядела прилично. Самое интересное то, что этот телевизор до сих пор стоит на кухне моих родителей и работает почти так же хорошо, как и раньше. Все основные части для видео готовы, и пришло время покраски. Я, как и в своем последнем видео про танк, которого нет в World of Tanks, красил модельки в программе Substance Painter. Хорошо, что здесь есть достаточно большой набор уже готовых материалов, которые можно просто накинуть на модель и слегка настроить, если не нужна какая-то мудреная раскраска. Я пообещал себе еще внимательнее следить за геометрией 3D моделей, ведь если в ней есть даже небольшие косяки, Substance Painter этого просто так не оставит. Я потратил много часов на правку геометрии моделек и получил пусть болезненный, но очень полезный опыт. Чтобы показать всю мощь приставки, я решил добавить геймплей игры Chip и Dale. Это одна из моих самых любимых игр на Денди. Ведь там есть что-то вроде современного Friendly Fire, когда один игрок берет на руки второго и нещадно кидает его во врагов. Иногда такой финт приводил к настоящим дракам между игроками, но это действительно было очень весело. Я оставил небольшую пасхалочку, связанную с моим каналом Polyroad, которую внимательные зрители смогут найти в финальном видео. Для приставки я использовал сразу несколько материалов. Пластик двух цветов для корпуса и металл с блестящим гладким пластиком для разъемов. Если покрутить ползунки у стандартных материалов, можно добиться почти идеального сходства с материалами на референсах. На корпусе есть еще несколько надписей и наклеек. Логотип в виде слона, надпись Dendy Junior и текст с предупреждениями о включении и перезагрузке приставки. Джойстик выкрашен в такой же цвет, как и корпус. На нем есть красные и черные кнопки и несколько надписей на передней части. И последняя моделька для покраски — телевизор. Я постарался сделать его не слишком блестящим и слегка изношенным, все-таки ему уже больше чем четверть века. Самая творческая часть всего проекта — это, конечно же, анимация. Так как я совершенно не понимал, как она должна выглядеть, пришлось импровизировать на ходу. Я посмотрел несколько современных реклам и начал делать свою. Мне нужно было показать каждую часть приставки и сделать это как можно более интересно. Я вряд ли смогу рассказать вам о том, почему выбрал такой ракурс или так развернул модельку, потому что и сам не знаю почему. Я просто начал собирать все в один ролик и не успел опомниться, как довел создание видео до конца. И прямо сейчас я хочу вам показать рекламу Dendy, на которую мы могли бы смотреть еще в далеком 1993 году.
Мне было особо приятно делать этот ролик, так как в детстве я провел с Дэнди огромное количество увлекательных часов. Круто, что сегодня я могу отдать дань уважения ее создателям и сделать такое небольшое видео. Это, как обычно, был по-своему сложный проект, но опыт хоть и с трудом, но не перестает накапливаться во мне огромными запасами. Всегда говорю, если не знаете, как решить какую-то задачу, просто начните делать. Поверьте, все получится само, вы даже и не заметите как. Обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не потерять канал Poly Road в списке подписок. И до встречи! Скоро здесь будет что-то очень крутое.